Перед вами выступает рок-группа «Акт».
Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Перед вами выступила группа «Акт», которая исполнила инструментальную композицию под названием «Вока». Группа «Акт» существует с 1985 года. Год ее основания пришелся на первые попытки создания рок-клуба в молодежном центре. Тогда же мы почувствовали, что сможем показывать свои творческие работы на публике, и почувствовали, что публика, которая нас услышит, не только просто послушает, но и оценит наши работы. Вот. В то же время приблизительно оформился основной костяк группы. Это лидер гитары Марсель Багаудинов, барабан Константин Кузнецов, бас-гитара Марат Нигматуллин. Вот. Клавишная Сергей Кузнецов. Ну, клавишник из меня, конечно, не важно, в общем. Поскольку наш состав очень сильно изменялся. Вот. И вот в данное время мы выступаем вот в таком составе. Ну, что хотелось бы еще добавить по поводу нашей группы. Сейчас наша группа участвует непосредственно во всех мероприятиях, проводимых Казанским рок-клубом, создающимся. Вот. А также группа выступала в молодежном центре неоднократно. Выезжала на Горьковский рок-фестиваль. В общем-то, выезжала не безуспешно с группой «Музыкальный журнал». Ну вот, в общем-то, и краткая биография вся наша. Спасибо. У нас продолжается первая часть нашей дуэли. Сейчас, пожалуйста, вопросы к группе. Пожалуйста. Вопрос к музыканту. Вы начинали как текстовая группа. Почему вы отказались сейчас от слов? Это что, нечего сказать или боитесь сказать лишнего? Ну, вопрос, мне кажется, достаточно интересный, нам задают его очень часто. Ну, я бы хотел ответить на него так, что, во-первых, музыка – это искусство интернациональное. Я не хочу сказать, что то, что мы играем, можно назвать действительно искусством, но, однако, вообще музыка понимаема всеми во всех странах, ей не нужен перевод. Это обстоятельство, конечно же, нас привлекает в исполнении вот именно просто музыки. Но, с другой стороны, мы не хотим отказываться от текста, то есть от песен, которые очень присущи вообще рок-музыке. У нас желание есть, безусловно, есть петь о наваливших проблемах, не только выражать это музыкально. Но сейчас просто существуют определенные трудности. Нет вокалиста в данный момент. И, в общем-то, мы пока еще не считаем себя готовыми для написания серьезных текстов. Вот, в общем-то, весь ответ. Я все понял. Так, еще вопросы? А почему именно рок? Вот отсюда вопрос. А почему именно рок? Да, ну, потому что, может, вы в детстве-то играли, может, выросли тут просто в роке, так получается? Ну, Или, может, стиль моды? нет, дело в том, что рок-музыка – это, видимо, музыка, которая возникла вместе с нами. То есть она приблизительно рождалась в то время, когда мы родились. И, соответственно, она пришла к нам в это время, как раз на период нашей зрелости, на период нашей юности. И мы не могли оставаться в стороне от этой музыки. Она впиталась в нас, можно сказать. Мы не отвергаем другие направления. Мы считаем, что любая музыка, любое направление музыкальное имеет равноправное право на существование, имеет одинаковые права. Но вот именно рок посредством выразительности нас привлекает наибольшим образом, поскольку рок взял на вооружение последние технические достижения в области звучания. Вот. А также в настоящее время можно уже говорить о создании большой рок-поэзии. То есть, как видите, явление очень широкое, и стоять в стороне от этого, наверное, очень трудно. Мы, соответственно, в общем, здесь в этом... Я хотел бы накалить обстановку, как говорится, завести курок пистолета. Вот такой вопрос. Ну, сейчас очень много нареканий комсомола, как вы знаете, да? Я хотел бы, вот сейчас вы на гребне, так сказать, на нашем республиканском. Ну, а как вот вам помогал комсомол подниматься, нет? Вообще, как вот, какие были мероприятия, что-то там было у вас, кроме отчетов, там, аттестаций, что-то вообще, помощь была реальная? Ну, я не знаю. Я мог ответить, конечно, на этот вопрос достаточно развернуто, но все-таки мне хочется ответить коротко. Нет, никто не помогал. Ну ладно, вот так и держи. Вот, у старшего поколения сейчас такое отношение к року до сих пор еще сохранилось. Битлы-патлы с 60-х годов. Вот, чтобы показать ваше отношение к этому делу, скажите, пожалуйста, сколько у вас было свободного времени, например, за последнюю неделю? Ну, трудно сказать.
В общем, сейчас мы все сдаем сессию, мы сами студенты КХТИ. Вот, и практически у нас нет времени. Вот такой ответ, я бы сказал. Наверное, имелось в виду вот что, когда у вас, скажем, не такое занятое время, как сессия, а все равно вы много занимаетесь, репетируете, то Нет, есть дело посвящаете в том- свое время музыке. Дело в том, что вот конкретно музыке мы посвящаем, пытаемся посвятить все наше свободное время, потому что для нас это очень много. Это наш образ жизни, наша неотъемлемая часть просто существования нашего. Да, ну, конечно же, его не хватает, потому что отбирает время невероятно. Вот учеба и вообще все это обыденные дела. Вот такой ответ. Я не... Да. У меня вопрос. Вот вы уже хорошо слушаетесь. Когда вы смотреться будете хорошо? То есть думаете ли вы о костюмах, сценическом поведении своем? Вот на такой вопрос ответьте. Ну, безусловно, мы об этом думаем, и, в общем-то, сейчас этот вопрос для нас очень значимый, поскольку не хватает немножко нам средств. Вот сама музыка, она не всегда может донести все, что нам хотелось бы сказать. И поэтому мы считаем, что вот внешний облик на сцене, оформление – это очень важный момент для любого выступления, любого концертного выступления. Вот. А что касается, собираемся ли мы или нет, это может зависеть от многих причин. Это, в конце концов, и материальные затруднения, которые не позволят просто нам создать хорошую световую оформительскую базу. Потом, чтобы оформить выступление, как вот нам хотелось бы, нам нужен действительно серьезный коллектив единомышленников, людей, которые помогли бы нам во многом. Вот. Но и мы думаем, что постепенно мы будем подходить уже к оформительскому, видимо, к оформлению наших концертов уже более серьезно. Эта задача очень важна для нас. Спасибо. У нас есть еще вопросы? Вот вопрос, пожалуйста. Так, пожалуйста, В только последнее коротко, нам время, пора как уже слушать известно, музыку. значит, у нас появился такой термин «ленинградский рок». Как вы думаете, каким будет казанский рок? Я прошу прощения, может быть, этот вопрос мы более подробно потом обсудим, потому что он не относится конкретно к самой группе. У нас еще будет время поговорить. Я бы, в принципе, ответил. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, хотя бы Отвечайте, в двух словах. пожалуйста. В двух словах. Но мне видится существование такого феномена, как ленинградский рок, в самом образе жизни ленинградцев. То есть я считаю, что город этот настолько большой, и жители, которые в нем живут, сопряжены огромным количеством связей между собой. И вот бешеный темп в этом городе заставляет, видимо, создаваться самому по себе. Это создает этот феномен ленинградского рока. Вот. И я считаю, что в Казани, конечно же, не будет этого феномена, то есть ленинградского рока. Но я уверен, что отпечаток нашего города, отпечаток наших отношений даст, наверное, повод к тому, что можно будет когда-нибудь сказать казанский рок. Но мне видится, допустим, вот я бы хотел вот в перспективе увидеть казанский рок задорным, таким, с бойцовскими качествами, который действительно по-настоящему сможет поставить вопросы и по-настоящему попытаться ответить на них, так сказать, не скрывая ничего и с учетом всего того, что вокруг нас происходит, с ориентиром на нашу молодежь. Я считаю, что на долю нашего казанского рок-клуба сейчас выходит вот такая задача, как приобщение, то есть не то, что приобщение, а воспитание вкуса теперешней молодежи, воспитание настоящего вкуса. Вот. Ну что же, спасибо. Пожалуй, Я думаю, так. группам... Я хочу попросить группу сыграть еще.
Спасибо.